Ужас вне времени и пространства. Истории, поражающие до дрожи. Голос, проникающий насквозь. Место, где даже знакомые сюжеты завибрируют новыми кандалами страха. Канал Некрофос. Актерское прочтение самых жутких историй. Хоррор-квесты, где финал истории зависит только от тебя. И интервью с твоими любимыми каналами. Место ужаса, где даже ты можешь озвучить своим голосом героев истории вместе со мной. Как это сделать? Узнай по ссылке в комментариях. И скоро услышимся. Я коренной житель этого города и с 18 лет работаю в такси. Но случай, который произошел со мной 5 лет назад, до сих пор вызывает у меня кошмарные сны и мурашки по телу. Это был обычный день, и где-то в 14 часов дня я подвез клиента к центральной городской больнице. Получив деньги, я решил немного перекусить и купил в ларьке на территории больницы беляш и стакан кофе с молоком. Удобно облокотившись о теплый капот своей машины, я начал кушать. Не успел я сделать пару кусков, как услышал за своей спиной противный старческий голос. «Приятного аппетита, сынок!» Я обернулся и увидел, что за моей спиной, буквально в метре от меня, стоит старуха лет 70 и смотрит на меня. У нее были маленькие бегающие глаза, длинный горбатый нос, из которого текла слизь, которую она то и дело небрежно вытирала платком и размазывала это все по лице. В руках у нее был целлофановый пакет BMW огромных размеров. Сверху на нем лежала какая-то тряпка, и разглядеть его содержимое мне не удалось. «Благодарю. А что вы хотели, бабуля?» Поинтересовался я. «Ну ты же таксист!» — продолжила бабка. «Да, я таксист, а вам прямо сейчас надо ехать?» Раздраженно сказал я, понимая, что видать да есть свой беляш мне не судьба. А он такой вкусный. «Ехать надо сейчас, но ты жуй и хорошенько пережевывай свой беляш, а я подожду». Противным голосом сказала старуха, потом отошла метров на 5 и стала как вкопанная смотреть на то, как я ем. За годы работы в такси я многое видел, и удивить меня чем-то было нелегко. Но в этом случае мне было особо противно, так как я не мог нормально есть при том, что на меня прямым сверлящим взглядом смотрит эта старуха. Тем более она через каждую минуту шмыгала носом и вытирала его платком. В итоге я не выдержал. Кинул половину беляша в мусорную урну, залпом допил кофе и сказал: «Ладно, бабуль, садись в машину, поехали. А твой пакет давай покладем в багажник». Бабка мелкими шагами дошла до машины, открыла заднюю дверь, присела и пыхтя пыталась затянуть свой пакет в салон. Я это увидел и громко сказал: «Ну куда же вы его тащите? Я же вам сказал, что пакет мы положим в багажник». «Ты не кричи на меня, я старая, но не глухая. Мой пакет поедет со мной в салоне, и баста!» Раздраженно сказала бабка. «Я же для вашего комфорта стараюсь, а вы-то кричите. Ну да ладно, куда ехать?» «На кладбище, сынок. У меня там похоронен сын, и я хочу съездить к нему на могилку». «Хорошо, на кладбище так на кладбище», — сказал я, завел машину, и мы отправились в путь. Всю дорогу бабка молчала. Когда мы подъехали к центральным воротам кладбища, она достала из кармана крупную купюру и положила на приборную доску моего автомобиля. Я был удивлен этим поступком и сказал:
Я еще вам не сказал стоимость поездки, да и сдачи у меня не будет. У вас есть купюры меньшего номинала? Бери, сынок, сдачи не надо. С каких это времен наши пенсионеры стали нормально жить? Удивленно сказал я. Я тебе говорю, бери и не задавай лишних вопросов. А вообще, у меня к тебе есть предложение. Ну, спасибо, бабуль. А о каком предложении идет речь? Ты сможешь меня забирать из больницы в это же время через 3 дня и отвозить на кладбище? Я обещаю, что платить буду исправно, столько, как сейчас. Прошамкала бабка. Да, без проблем, любой каприз за ваши деньги. А чего так часто вам надо ездить на кладбище? Удивленно спросил я. А это уже не твои вопросы. Сказал, что можешь, значит вези. Закончила бабка, вылезла из машины, при этом громко хлопнула дверью и пошла вдоль центральной аллеи кладбища, волоча в руках свой огромный целлофановый пакет. Блин, странная старуха. Но пусть тащит. Мне все равно. Она платит нормальные деньги, а остальное меня не должно касаться. Про себя сказал я, закурил и поехал дальше. Ровно через 3 дня, как и договаривались с бабкой, я приехал на прежнее место, на территории больницы, и принялся ждать ее. В этот раз беляш я не покупал, так как понимал, что скоро придет она, и мы опять поедем на кладбище, поэтому аппетита у меня не было. Бабка явилась ровно в 14:00, я как раз докуривал сигарету. Она подошла к моему водительскому окну и противным голосом сказала: О, смотрю, ты пунктуальный. В оговоренное время уже и на месте. Значит, мы сработаемся. Да, стараемся, все для клиентов, с улыбкой сказал я, хотя внутри я чувствовал отвращение. Бабка, как и в прошлый раз, села на заднее сиденье, а затем положила огромный пакет себе на ноги, и мы поехали. Бабуль, а что вы возите в этом пакете с собой на кладбище? Поинтересовался я у нее. Да ничего особенного, так, личные вещи, подстилку на лавочку и небольшой тормозок. Тормозок? Зачем он вам на кладбище? Удивленно спросил я. Это не твое дело. Хочу и вожу. Делай свое дело, крути баранку и не задавай ненужных вопросов, понял? Злым противным голосом сказала бабка. Да, без проблем, сказал я и замолчал. Дорога из больницы на кладбище занимала около получаса, но они казались для меня вечностью, так как я нутром чувствовал негативную энергию, которая исходила от этой старой пассажирки. Быстро подрулив к центральным воротам, я резко нажал на тормоз, и бабка клюнула своим горбатым носом в переднее сиденье. Так я отомстил ей за ее поведение, но сразу сыграл на дурачка и спокойным голосом сказал: «Ой, извините, случайно вышло». Бабка что-то сказала себе под нос, а потом небрежно кинула на переднее сиденье купюру и с огромным хлопком двери покинула мой автомобиль. Я с пробуксовками сорвался с места и ушел в точку. Вечером после смены я загнал машину в гараж и стал покурить. Двери соседнего гаража были приоткрытыми, и оттуда просачивался свет. О, Петрович на месте, наверное, возится со своей старой посудиной, про себя подумал я. Петрович был мой сосед по гаражу, он работал в городском морге патологоанатомом. А выходные снимал стресс за бутылочкой в гараже и параллельно копаясь со своими старыми «Жигулями», которые остались ему еще от отца в наследство. Я любил заходить к нему на огонек. Мы играли в шашки, выпивали, да и вообще он любил рассказывать разные истории о своей работе. Этот раз не был исключением, и я заглянул к нему на огонек. «Здорово, Петрович, как сам?» Зайдя в гараж, сказал я. О, Володька, я отлично, вот чищу карбюратор. Как он меня, сука, достал, бля. А так все окей, проходи, присаживайся, стопочку потянешь? С улыбкой сказал Петрович. Да, не откажусь, неделя была насыщенная, и я тоже устал.
сказал я и присел на стульчик возле стола, на котором были аккуратно разложены соленые помидорки, чесночок и кусочки сала. А что у тебя произошло интересного-то? Поинтересовался у меня Петрович. Да ты знаешь, ничего особенного. Так, неделя как неделя. Клиенты бывают разные, все со своими странностями. А у тебя что там нового? Да что у меня? Клиенты тихие, спокойные и совсем не требовательные. Сказал Петрович, при этом налил нам по рюмочке водочки. Ха-ха, да ты счастливчик, смеясь сказал я. Ну-то да. Есть, конечно, свои моменты, но об этом позже. А сейчас давай выпьем, сказал Петрович. Мы ударились рюмками и опрокинули их. Немного закусив, мы еще пару раз повторили и после третьей рюмки вышли за дверь гаража покурить. Да, Володя, жизнь настолько быстрая и непредсказуемая штука. Каждый день приносит свои новости, сложности и испытания. Но мы должны спокойно на них реагировать и беречь свое сердце и общее здоровье. Затягиваясь, сказал Петрович. Но мы сейчас с тобой занимаемся профилактикой многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, с улыбкой сказал я. Да, Володя. Кстати, о сердцах. Я хочу поделиться с тобой своим наблюдением. Задумчиво сказал Петрович. Петрович, каким? Затягиваясь горьким дымом, поинтересовался я. Вов, пойдем в гараж, выпьем по одной, и я расскажу. Мы зашли в гараж, присели и накатили по одной. Потом Петрович закинул в рот себе соленый помидор и начал свой рассказ. В общем, такие дела, Володь. Я в последнее время стал замечать на работе некоторые моменты, которые никогда не замечал ранее. Блин, Петрович, какие моменты? Перебил я. Ты давай не перебивай, а лучше закусывай и слушай мой рассказ. Сказал Петрович и продолжил свое повествование. В общем, я более 25 лет работаю патологоанатомом и свою работу знаю до мельчайших деталей. Да и коллектив у нас сплоченный и сработанный годами. Вся работа выполняется на автоматизме, и все построено на доверии. Как правило, когда мы препарируем труп, с которым связана какая-нибудь темная история, ну, допустим, криминал или внезапная смерть, то берем органы и части тела на дополнительные лабораторные анализы. И чаще всего тело хоронят без них. Тем более, ты ж знаешь, покойнику уже все равно. А для следствия это улики и факты. Мы эти вещи называем биопсийным материалом, и они у нас подвергаются учету и специальному хранению. Так вот, в последнее время я стал замечать, что они стали бесследно пропадать. То есть после выполнения исследований мы какое-то время храним их, а потом надлежащим образом утилизируем. Но вот в последнее время утилизировать стало нечего, так как они как будто бы растворяются в воздухе. Повторюсь, я на 100% уверен в своей команде и даже не допускаю мысли о том, что к пропаже причастен кто-либо из них. Но я ума не приложу, кто это делает. Закончил свой рассказ Петрович, взял бутылку и принялся наливать очередную рюмку. Да, во дела. А ты же в центральной больнице работаешь? Задумчиво сказал я. Да, в центральной. А ты это к чему спрашиваешь? Поинтересовался Петрович. Но ты знаешь, я в последнее время часто там по работе бываю. Люди болеют, вот и такси берут. Ладно, давай бери рюмаху. Утвердительно сказал Петрович. Я взял рюмку, мы выпили и закусили. А потом опять вышли на перекур. Выйдя из гаража, я достал пару сигарет, одну дал Петровичу, а другую взял себе. А потом подкурил ему и себе. Сделав пару затяжек, я сказал: «Слышь, Петрович,
А жизнь ведь такая короткая, и никто не знает, как он ее закончит. На что Петрович нахмурился и сказал: Эй, Володя, давай не будем о грустном, давай лучше еще потянем по 100 грамм и пойдем по домам, так как я завтра жене обещал с утра отвезти на рынок. Да, окей, ответил я, мы покурили, выпили по рюмке и разошлись по домам. Выходные пролетели незаметно, наступил понедельник, и мне предстояло опять везти бабку на кладбище. В указанное время бабка явилась, как обычно села с огромной сумкой на заднее сиденье, и я ее повез. После того, как я ее отвез, то решил заехать на АЗС, где хотел заправить и помыть машину, ну а также немного перекусить. И я, как обычно, залил полный бак и загнал машину в бокс автомойки. Когда я рассказывал мойщику, как мне мыть машину, то открыл заднюю дверь, для того, чтобы проверить салон, и меня, как молнией, прошибло. На резиновом коврике, где сидела бабка, была небольшая лужица крови. Мойщик увидел это все и мою реакцию. Улыбнувшись, сказал: «Мы все отмоем и отпылесосим, чей труп в багажнике не спросим. Это девиз нашей мойки». И пальцем указал на табличку, прицепленную у входа в бокс. Мне одеваться было некуда, и я с натянутой улыбкой сказал: «Блин, жена ложила пакет с мясом и ничего не сказала о пятнах». В ответ мойщик выкинул коврик на пол и сразу же обдал его из керхера. А я пошел внутрь АЗС для того, чтобы поесть, но есть мне уже не хотелось. Зайдя внутрь заправки, я купил кофе и присел в ожидании завершения мойки. В моей голове крутились мысли о том, что бабка носит в этой сумке. И если это простое мясо, то чего она его таскает из больницы на кладбище? Да и вообще, что она делает в больнице в таком-то возрасте? Я решил при следующей встрече все узнать у нее. Так я и сделал. Через 3 дня, когда мы с бабкой отъехали от больницы, я у нее спросил: «Вы извините за мою прямолинейность, но что вы каждый раз возите в пакете? Так как в прошлый раз после вас остался кровяной след на резиновом коврике салона. Да и вообще, что вы делаете в больнице?» Бабка небрежно шмыгнула носом и ответила: Я вожу в сумке мясо и кормлю им на кладбище бродячих кошек и собак. А беру я его на небольшом рыночке, который работает как раз в те дни, когда мы ездим на кладбище. Вполне может быть, твой беляш, который ты ел при первой нашей встрече, также приготовлен из мяса, которое куплено на том рынке. Я работаю санитаркой в морге, так как мой дед умер, и на одну пенсию очень тяжело прожить. Так что такие дела, сынок. От услышанного меня чуть не вырвало, так как у меня моментально в голове начали складываться пазлы всего, что происходит. То есть я понимал, кто ворует биопсийные материалы у Петровича, но вида я не подал для того, чтобы не испугнуть ее. Я решил вечером все рассказать Петровичу, и потом уже пусть он сам принимает решение. Вечером я, как обычно, зашел к нему в гараж. На этот раз Петрович не бухал, а протирал лобовое стекло своей машины. Я подошел и поздоровался с ним, а потом с улыбкой сказал: «Слышь, Петрович, кажись, я отгадал, кто у тебя в отделении ворует эти человеческие запчасти». Да, их тоже, ответил Петрович, при этом спокойно натирая лобовое стекло своего автомобиля. «Ты сейчас удивишься и, возможно, мне не поверишь, но это ваша санитарка», — сказал я. Вот это да! Кто? Семеновна? Да брось ты! Она вообще, бабуля, одуванчик, и ничего плохого в жизни не сделала. Пару лет назад в автокатастрофе погиб ее сын, а потом через полгода ее муж бесследно пропал. Так она, чтобы не сойти с ума и хоть немного подзаработать, устроилась к нам в морг. Работу она свою выполняет вполне сносно, да и мы ее не обижаем. Так что ты зря наговариваешь на нее. Петрович, как у нее муж пропал? Она мне говорила, что он умер от сердечного приступа.
Володя, она уже старуха и запросто могла ошибиться и наговорить тебе всякой ерунды. Так что не принимай близко к сердцу все, что она говорит. Да и вообще, куда ты ее все время возишь? Тогда я рассказал Петровичу все с самого начала. Как познакомился с бабкой и как возил ее на кладбище, и за тот случай с кровяным пятном от ее пакета. Петрович вышел из гаража и закурил. Он молча стоял, затягивался и смотрел в одну точку. Я тоже стоял с ним рядом и пытался догадаться, о чем он думает. И минут через 5 он докурил и сказал: Знаешь, Володя, ты ее еще повози, и если у тебя есть желание, то понаблюдай за ней. При желании можешь даже заглянуть на кладбище и посмотреть, что она там делает. А потом расскажешь мне, а я уже приму меры. Ну и конечно, с меня причитается, и это будет не только полянка. Резюмировал Петрович. Да, хорошо, мне через пару дней опять ее вести, и я прослежу за ней. Сказал я, мы пожали руки и разошлись по домам. Все оставшиеся 2 дня я думал о том, как я буду следить за ней. И признаюсь, порой мне было страшно представить, что я могу при этом узнать. Но желание узнать правду перевесило мое чувство страха, и я томился в ожидании этого дня, и вскоре он наступил. Как сейчас помню, это была пятница, 31 октября, то есть день перед ночью, когда молодежь отмечает праздник Хэллоуин. Я в 14:00 стоял возле больницы в ожидании бабки, и она явилась ровно в указанное время. Подойдя к машине, она мне сказала, что сегодня ей надо попасть на кладбище позже, где-то к 22 часам. На мой удивительный вопрос, почему так поздно, она ответила, что задерживается на работе, да и пообещала щедро мне заплатить в размере 2 такс. Я, немного подумав, согласился. Часы показывали 21:30, когда я подъехал на свое прежнее место. Бабка уже стояла и ждала меня. Она со своим огромным пакетом молча села в машину, и мы поехали на кладбище. Подъехав к нему, я получил обещанный гонорар, высадил бабку и, отъехав от центральных ворот кладбища метров 30, заглушил машину. В зеркале заднего вида я наблюдал за тем, как бабка, покачиваясь, входила в ворота и скрывается во тьме главной аллеи кладбища. Когда она исчезла во тьме, я выскочил из машины и бегом рванул за ней. Я старался двигаться короткими перебежками, так как центральная аллея местами была освещена. Я старался не вглядываться в фотографии на памятниках, так как все окружающее наводило на меня жуть. Но бояться было уже поздно, и я продолжил следовать за бабкой. Бабка не спеша двигалась по центральной аллее, потом дошла до небольшого освещенного перекрестка и резко обернулась назад. Мне повезло. Я как раз находился на неосвещенной части аллеи, и меня не было видно. Постояв так несколько минут, бабка резко свернула вправо и скрылась на небольшой, примыкающей дорожке. Я бегом рванул туда. Когда я свернул из центральной аллеи, то понял, что потерял ее из виду, и уже расстроенным хотел возвращаться назад, как услышал в метрах 50 от себя странный звук. Этот звук был похож на шаманский вой, и он усиливался. Через минуту в той стороне я увидел ярко-фиолетовое свечение. Я аккуратно, буквально на цыпочках двинулся в ту сторону. На моем пути попались небольшие кусты, и я присел в них, вглядываясь вперед, где я увидел следующее. Бабка подошла к могиле с высоким гранитным памятником, от которого и шел тот звук и яркое свечение. Она подняла руки вверх и начала что-то шептать, после чего со страшным скрипом гранитная могильная плита сама отодвинулась, и из нее показалась страшная кровяная рука, а потом другая. Обе руки ухватились за край гробницы, и на свет вышел человеческий силуэт, похож на зомби. Именно зомби, так как человеком это создание назвать было нельзя, так как он полностью был без кожи, а его части тела выглядели обгоревшими. Зомби стал напротив старухи и страшным голосом сказал: Ну что,
Давай, что принесла. Я очень хочу есть. Мне осталось совсем чуть-чуть, и я смогу опять стать человеком. А сегодня особенная ночь, и мои шансы возрастают многократно. Бабка судорожными руками достала из пакета несколько пластиковых контейнеров, после чего это что-то достало из одного из них человеческую печень и со страшным звуком ее проглотил. Потом достал еще одну и начал ее медленно пережевывать. В тот момент бабка обратилась к нему. Сынок, ну как тебе? Я старалась выбирать тебе органы помоложе, так как я знаю, что тебе не нравится есть старую пропавшую рухлядь. Зомби на момент перестал есть и страшным голосом ответил. Да, я люблю молодое мясо, так как после того, как съел батины органы, мне было очень плохо, и мои жизненные показатели значительно понизились. А сегодня, в эту волшебную ночь, мне просто необходима сила и энергия, полученная от молодого мяса. Сказала эта тварь, и после, причмакивая, он продолжил есть печень. Ну извини, я и так извивалась как могла, чтобы меня не заподозрили копы. Я же, когда его убила, то быстро четвертовала в ванной, а тело распилила электрической пилой, а потом разложила все по пакетам и в морозильной камере, и по частям носила тебе. Но ты знаешь, и таксист этот меня задолбал своими вопросами о том, куда и кому я езжу. Ну хорошо, сынок, что на работе пока никто не догадывается о моих делишках. Рассказывала бабка, в то время как зомби за обе щеки уплетал человеческие органы. После всего увиденного и услышанного у меня волосы на голове стали дыбом и ужасно хотелось вырвать. Но я сдерживался как мог и, притаившись, сидел в кустах, наблюдая за этим всем. После того, как зомби закончил с печенью, то открыл другой контейнер, где были сердца, и начал их есть. Это продолжалось минут 5. Но потом он поднял руки к небу и заорал во все горло. Сука, за что? За что мне все это? И схватил бабку за плечи. Сынок, что случилось? Испуганно закричала бабка, пытаясь вырваться из его рук. Ты что, хочешь, чтобы я все время остался здесь? Ты зачем опять принесла мне старое сердце? Орал зомби. Сынок, да там все молодые органы. Я лично видела, как наш Петрович их изымал из трупов. Вот, например, это сердце принадлежит молодому, 30-летнему парню. Он погиб в ДТП. Его еще тепленького привезли к нам. Оправдывалась бабка. На что зомби не стал слушать ее, а одной рукой схватил ее за шею и моментально оторвал ей голову. После чего принялся высасывать из остатков шеи кровь. От увиденного я не выдержал и закричал, а потом что есть силы рванул в сторону выхода. Когда я добежал до центральной аллеи, то остановился, чтобы перевести дух, но увидел, что зомби двигается за мной, причем он быстро ускорялся. Преодолевая одышку, я что есть силы рванул по центральной аллее в сторону выхода из кладбища. В процессе бега я зарекся, что если выкарабкаюсь из этой жопы, то сразу брошу курить и займусь спортом. Уж очень не хотелось мне становиться клиентом Петровича. И как часто бывает по закону подлости, метрах в 10 от машины я наступил на камень и подвернул ногу. Сильная боль пронзила меня с ног до головы. Я присел и схватился за ногу. Она сильно болела. Подняв голову, я увидел, что зомби совсем рядом, в метрах в 20 от меня. С его рта и конечностей стекала кровь старухи, что еще больше кидало меня в ужас. Правду говорят, что адреналин делает бешеные силы, и тогда очень сильно хочется жить. Так было и в моем случае. Я, преодолевая сильную боль, допрыгал до своего авто и моментально оказался внутри, при этом заблокировав все двери. Я начал заводить мотор.
Но как показывают в фильмах ужасов, он, сука, не хотел заводиться. От слова совсем. Да, когда это видишь по телеку и переживаешь за героя фильма, это одно. А когда это происходит в реальной жизни, то ты понимаешь, как дорога каждая секунда. Зомби уже лежал на моем капоте и своими руками пытался разбить лобовое стекло. После нескольких ударов по нему пошли трещины, и я понимал, что если сейчас мотор не запустится, то мне конец. Я не прекращал свои попытки завести его, при этом в глубине просил высшие силы помочь мне, и был услышан. Мотор запустился. Включив первую передачу прямо с зомби на капоте, я рванул вперед и при этом направив машину прямо в кирпичную колонну центрального входа в кладбище. Через несколько секунд со страшным скрежетом я влетел в нее. Зомби издал страшный крик и замолк. Его ноги и нижнюю часть туловища буквально размазало по колонне, а голова безжизненно болталась на остатках туловища и шеи. Я повернул ключ в замке зажигания, и, к моему большому удивлению, двигатель запустился. Я включил заднюю и отъехал пару метров назад. Выйдя из машины, я прихватил с собой монтировку и подошел к остаткам зомби. Он с открытыми глазами лежал и смотрел на меня. Это были полностью безжизненные останки чего-то страшного и уже совсем не похожего на человека. Без секунды промедления я со всех сил ударил монтировкой по голове этой твари. С брызгами чего-то вонючего его череп треснул и раскололся на несколько кусков. Я подошел к своей машине, бросил в багажник монтировку, а потом сел и ударил по педали акселератора. Со страшным воем и вибрацией моя машина рванула вдаль по асфальту. По дороге я набрал Петровича и услышал в трубке его сонный голос. Алло, Володя, что случилось? Петрович, я узнал, кто ворует биопсийный материал. А еще к тому же узнал для кого. Поверь, ты будешь в шоке. Задыхающим голосом сказал я. Володя, успокойся, похоже, что ты не в себе. Ты сейчас где? Продолжил спокойным голосом Петрович. Ну как где? Я еду с кладбища в город, а там остались останки бабки и этой твари. Хорошо, подъезжай к моему подъезду, сейчас я спущусь. Сказал Петрович и положил трубку. Через 5 минут подъехал к подъезду Петровича, а он уже стоял в ожидании. Когда я подъехал, он сел на переднее сиденье, и я все ему рассказал. При этом меня всего трясло. Петрович закурил сигарету и спокойно сказал. Значит так, сейчас едем в гараж и ставим твою машину, потому что ее вперед разбитый, и первый же патруль будет иметь вопросы. Потом я налью тебе 100 грамм водочки для того, чтобы ты успокоился. А потом мы на моей машине поедем на кладбище и заберем все эти запчасти. Так мы и поступили. Приехав в гараж, я накатил 100 грамм, и мне немного полегчало. Потом мы сели в машину Петровича, он положил в багажник несколько черных пакетов для тел, которые, кстати, имелись у него в избытке. А потом мы отправились на кладбище. Когда мы подъехали к парадному входу, то была уже глубокая ночь, и к нашей радости лампочка в фонаре, которая освещал вход, полностью перегорела, и вокруг была кромешная темнота. Когда мы с Петровичем подошли к останкам зомби, он спокойно поправил на переносице очки и сказал: «Знаешь, Володя, я в своей жизни видел многое, но таких тварей ни разу. Это наукой сложно описать. Мутант, блядь, какой-то, что ли?» Сказал Петрович. Мы одели перчатки и запаковали останки зомби в специальный пакет, который заранее приготовили, а потом отнесли его в багажник. После мы сели в машину и поехали по центральной аллее кладбища, и, подъехав к примыкающей аллее, мы развернулись в сторону той могилы, включили дальний свет и пошли на место гибели бабки. Когда мы подошли к могиле, где покоился зомби, то заметили, что останки бабки уже задеревенели. Петрович снова закурил и, затягиваясь, сказал: «Эх, Семеновна, какая же глупая и страшная смерть!» Да, эта тварь просто разорвала ее на куски.
дрожащим голосом сказал я. Ладно, Володя, не переживай. Не надо бояться смерти, так как она придет за каждым. И никуда от нее не денешься. Но надо остерегаться такой дикой и наглой смерти, какой умерла Семеновна. После этого мы сложили останки бабки в пакет и туда же положили ее сумку. Погрузив все в багажник, мы отправились в больницу. Мы подъехали к заднему входу патологоанатомического отделения, и Петрович зашел внутрь, а я остался его ждать в машине. Минут через 5 свет перед входом потух, дверь входа открылась, и изнутри вышел Петрович с каталкой в руках. Он подошел к машине и сказал: Так, давай перегрузим останки на каталку, и я отвезу их в кремационный блок. Мы там утилизируем биопсийные материалы. Мы перегрузили все пакеты на каталку, и Петрович их отвез туда, а я остался сидеть в машине. Минут через 40 он вернулся и сказал: Ну что, Володя, успокойся, так как теперь все хорошо. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.